Компания Nissan представила новый минивэн Sirena 6-го поколения. Японский однообъемник оказался чуть больше, практичнее и солиднее предшественника. Также он получил полностью новый салон и умный автопилот ProPilot 2.0, позволяющий водителю доверять управлению электроники и убирать руки с руля на загородных трассах. Компания Nissan позиционирует Сирену как 6-е поколение модели, сменив даже внутренний код на C28. Однако на деле это глубокая модернизация прежней Сирены C27 образца 2016 года. У новинки прежняя платформа с колесной базой 2870 мм, каркас кузова и даже характерная подоконная линия. Но все же наружные кузовные панели новые. Дизайн стал более строгий. Сирена лишилась разделенных надвое фар. У новой модели единые блоки с выстроенными вертикально светодиодными секциями. Задние фонари все так же задраны вверх, но при этом их сделали прямыми. На дверях больше нет изломанных выштампов. Новая пятая дверь имеет встроенную подъемную секцию, которую можно открыть на тесной парковке. Она включает не только стекло, но и мощную рамку, так что нижняя кромка образовавшегося проема находится на уровне пояса. Сдвижные двери имеют электропривод. Как и прежде, у дорогих версий чуть более агрессивный передний бампер и увеличенная радиаторная решетка. Плюс им положены дополнительные светящиеся полоски. В строю осталась и оспортивленная версия Autec. У такого вэна своя решетка и обвес. При этом все Сирены имеют только 16-дюймовые колеса. Длина в 4690 мм и ширина в 1695 мм со сменой поколения не изменились. Салон у Сирены полностью новый. Минивэн получил полноценную виртуальную приборку. Она располагается непосредственно перед водителем. Пульт двухзонного климат-контроля встроен в глянцевую панель, где также расположены кнопки управления трансмиссией. Если прежде экран медиасистемы был встроен в центральную консоль, то теперь по центру расположен крупный планшет информационно-развлекательной системы с навигацией и поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Также есть возможность организовать Wi-Fi точку для раздачи беспроводного интернета всем пассажирам. Кстати, о многих полезных фишках я узнаю из просмотра зарубежных роликов про автомобили. Как я это делаю без знания языка, рассказываю. Яндекс выпустил обновленную версию поиска Y2. Одно из обновлений Яндекса — это перевод видео на лету. Вы можете смотреть ролики зарубежных авторов прямо здесь и сейчас. Послушайте сами, как Яндекс переводит английский язык в режиме реального времени. Видите ли, полноразмерный Range Rover был бы британским бульдогом. Но Sport, так же как и Steffi, меньше, легче, маневреннее, немного агрессивнее. Подробнее об этих обновлениях Яндекс рассказывает в своем новом фильме, в котором видеоблогер Максим Хорошев, телеведущая Тутта Ларсен и комик Евгений Чеботков вместе с сотрудниками Яндекса простым и понятным языком рассказывают обо всех нововведениях, которые помогут облегчить вам жизнь. Переходите по ссылке в описании и смотрите, потому что фильм получился очень полезным. В салоне новой Sierra пространство для ног водителя по сравнению с предшественником увеличено на 120 мм. Это делает посадку более удобной и свободной. Все сиденья новые. Также положены водонепроницаемые чехлы для сидений и многочисленные порты USB. Улучшена шумоизоляция. Стандартный салон, как и прежде, имеет 8 посадочных мест, а у богатых версий на втором ряду установлены раздельные кресла. Nissan Sirena нового поколения предложат как в бензиновой, так и в гибридной модификациях. Базовые версии сохранили бензиновый 4-цилиндровый атмосферник объемом 2 литра на 150 лошадиных сил и 200 ньютон-метров. Он работает в паре с вариатором, привод передний или полный. У гибрида с фирменной установкой e-POWER новая техника. Он работает по последовательной схеме, где 1,4-литровый бензиновый мотор на 98 лошадиных сил и 123 ньютон-метра сочетается с электродвигателем мощностью 163 лошадиные силы и 315 ньютон-метров. Такой гибрид имеет литий-ионную батарею, генератор и инвертор. Для такой Sierra предусмотрена только переднеприводная компоновка. Электроника запускает ДВС во время движения и по мере возможности старается глушить его на остановках и светофорах, чтобы он не шумел. Предусмотрен режим езды в одну педаль с максимальной рекуперацией. А еще только гибридные минивэны имеют бытовую розетку, рассчитанную на 150 Вт. 6 лет назад Sirena стал первой моделью Nissan с опциональным квазиавтопилотом ProPilot, который представляет собой расширенный адаптивный круиз-контроль. Теперь эта система включена в базовую комплектацию, а одним из главных новшеств стал полуавтопилот ProPilot 2.0, доступный за доплату. Он допускает езду по трассе без рук на руле, хотя электроника следит за взглядом водителя, чтобы он был направлен на дорогу. Также добавлен автопарковщик ProPilot Park с возможностью удаленного управления с пульта.
Бензиновый вэн нового поколения поступит в продажу этой зимой. Цена от 2 миллионов 768 тысяч до 3 миллионов 269 тысяч йен. Приблизительно 1 миллион 220, 1 миллион 443 тысячи рублей. Гибридная версия новой Сирены доберется до дилеров весной. Цена от 3 миллионов 198 до 4 миллионов 798 тысяч йен. Около 1 миллиона 411 до 2 миллионов 118 тысяч рублей. В России модель имеет распространение на вторичном рынке. Ее привозят из Японии. А благодаря параллельному импорту новое поколение могут в скором времени завести и в Россию. Понравилась ли вам новинка? И как вы считаете, новое поколение стало выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите это видео лайком. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.